Представители знака зодиака Телец, тельцы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп. События до конца сентября. Вот давайте узнаем, что думают карты. И у нас сегодня новая колода. Колода называется Таро добра или хорошее Таро, The Good Таро. Буквально так вот на английском это звучит. Эти карты прорисовала Колет Барон Рид, автор, которая создала не одну колоду и которая более 40 лет вообще занимается картами Таро. И она ее создала больше в виде метафорических карт, но взяла за основу 78 именно карт по количеству, по классике. Но подает она ее с позиции позитивной психологии. Вот давайте узнаем. И правда, что нас будет ждать во второй половине сентября? Давайте мы узнаем. Я уже подготовила, перемешала эту колоду. И что придет, давайте узнаем. А что уйдет или что завершится окончательно во вторую половину месяца? Давайте мы узнаем, чем дело кончится для вас, тельцы, а чем сердце успокоится. Или что нас будет радовать. Что скрыто, давайте достанем такую карту, на что нужно обратить внимание. И достанем 3 карты, которые будут соответствовать 3 события или, может быть, событие одно, но в какой-то цепочке последовательности, к примеру. Или события между собой связаны, но мы достанем 3 карты. И, может быть, это будут какие-то разные события до конца сентября, мои дорогие. И надо сказать, что вторая половина сентября, точнее Меркурий, который до 16 числа был ретроградный, он после 16 уходит в прямое движение и как раз делит словно сентябрь пополам. И если первый период месяца мог быть как раз, как знаете, как какая-то неразбериха, какая-то сумятица, с чем-то мы тут не могли окончательно разобраться, то здесь теперь у нас все встает по своим местам. И есть еще такой момент, когда Марс у нас продолжает путешествие по знаку Весы. И 4 числа, 4 октября, точнее, будьте внимательны, вот эта дата, хотя начнет это где-то проигрываться уже теперь, и для кого-то из вас все-таки управитель весов Венера, так же, как и у вас, и кто-то может прочувствовать вот этот период, когда Марс будет в конфигурации проходить недалеко 4 именно октября от лунных узлов, именно от южного узла. Южный узел – это как раз весы, дипломатия или та сила, которая до этого периода, с момента смены кармических узлов, у нас была словно проигрывающей силой, а вот теперь наоборот. И поэтому для кого-то из вас это может быть как тот период, когда я четко знаю, что мне нужно делать. И вот у вас выпадает королева земли. Знаете, это что придет? Это порядок, гармония, когда нет никаких неожиданностей, когда вы с чем-то точно определитесь, или, может быть, это будет касаться денежного вопроса, вашего самовыражения. Может быть, в отношениях вы тоже с чем-то определитесь, или с кем-то. Есть по этой карте как и уверенность, как стабильность, уверенность в завтрашнем дне, есть практичность, есть искренность. Одним словом, можно только мечтать. Вообще-то это вы сами, ваши планы. И здесь как будто дела пойдут в гору. У вас, мои дорогие тельцы, действительно, сентябрь тоже может словно поделить этот месяц пополам. Вместо какой-то сумбура, неразберихи в первую половину месяца, вторая половина месяца, когда что-то отстраивается и в какую-то систему будет укладываться. Что уйдет, давайте узнаем, или что мы, может быть, завершим. По карте Мир. По карте Мир, знаете, для кого-то это было, может быть, ваши планы, а по миру это вообще ракурс, когда нам пришлось первую половину месяца пересмотреть взгляды на жизнь. И если для кого-то из вас вы планировали прежде вот этот период жизни, совершить путешествие или куда-то переехать или уехать, вот здесь вы, правда, мои дорогие тельцы, как будто можете поставить под сомнение или поставили под сомнение в предыдущий период своей жизни, что я уже не хочу, или я хочу как-то по-другому, или в каком-то другом качестве, в другом, может быть, направлении. Вот здесь вы подводите, правда, какой-то итог, и очень символично по этой карте, если мы говорим, а что уйдет. Вот как раз, как ни странно, в этой колоде карт уходит страх.
уходит тревога. Я сказала, что это карта ракурса. Уходит, знаете, какая-то сама по себе турбулентность или мы говорим, что придет скорее, приходит какая-то гармония. Мы можем пересмотреть кардинально взгляды на жизнь, от чего-то отказаться и словно пойти в новом направлении. Для кого-то из вас так проиграется. У кого-то это может быть вызвано событиями последних, может быть, месяцев, где-то вторая половина августа или первая половина сентября, когда события непреодолимой силы вас словно развернули к чему-то конкретному, показали вам, продемонстрировали какую-то грань вашей жизни или, может быть, у кого-то какая-то метаморфоза, парадокс в жизни произошел, но это изменило ваши взгляды, и поэтому меняется как будто наше направление. Давайте узнаем, чем дело кончится. Карта звезда, ваши планы, мои дорогие. Вот ваши намерения, то, что вы себе поставили, может быть, прежде, как во главу угла. Мы говорим, не меняйте цели и намерения, и подкорректируйте планы. Ну вот, наверное, цель, она у вас останется неизменной. А вот какая-то корректировка, может быть, методов, направлений. Направление я имею в виду не глобальное, как намерение, а именно, допустим, мы собирались ехать в одном направлении, мы поедем в другое. Или мы собирались, может быть, что-то улучшать дома, менять недвижимость свою. Здесь мы оставим это намерение, но это будет в каком-то другом амплуа или в другую сторону как будто, или в другом качестве. То есть мы оставляем то, что для нас в приоритете. Мы определяемся с чем-то, и мы следуем буквально за своей звездой. Эта карта говорит, как будто не предавай свою мечту. Это будет для вас важно. Чем дело кончится? Ваша мечта в конечном итоге сбудется, потому что прошел период, словно какой-то, может быть, и ломки, или ломки шаблона, или пусть это был период неразберихи, значит, вот этот хаос тоже был нужен для того, чтобы мы какое-то рациональное зерно извлекли. И поэтому больше стабильный период определенности для вас начинается буквально после 16 сентября. И он продолжится где-то и на октябрь, с учетом того, что, я сказала, Марс у нас будет в весах и наиболее близко приблизится к весам. И эта Венера в знаке весов себя чувствует так же комфортно, как и в вашем знаке. И для вас, мои дорогие тельцы, этот период, ну, где-то начало октября, он будет чем-то характеризоваться очень важным или принятие важных решений. Давайте мы узнаем, чем же сердце успокоится, что нас будет радовать, мои дорогие. Четверка Земли, все под контролем. По этой карте сама по себе, как якорь, уверенность, материальный прогресс, когда сбываются мои мечты, когда у меня нет, знаете, когда в любой момент вот такого состояния, что в любой момент может что-то измениться, когда в моей жизни наступает какая-то надежность. Для кого-то из вас, правда, вопросы собственности или, если мы говорим про недвижимость, они как раз проходят по этой карте. Это то, что я имею. Что же я имею, чем сердце успокаивается? Кто-то из вас, может быть, будет делать дома ремонт или планировать, опять же, переезд, но с какими-то уже другими вариациями. Или вам захочется больше комфортности, большего уюта. Вы будете, может быть, обращать на те детали внимания, которые касаются как раз как уюта, комфорта, надежности, стабильности, денежного какого-то довольствия и безопасности на последующий период. И, может быть, вы тоже будете вносить какие-то коррективы. Но все идет к тому, чтобы мне было хорошо, мои дорогие тельцы. Вы сейчас как будто сами у себя в центре внимания должны быть. Вот вторая половина месяца для вас так. Что скрыто? Давайте откроем эту карту «Колесо фортуны». Ну и перемен мы каких-то не избежим. Посмотрите, какая красивая карта, и она нам как раз обещает то, что сам по себе для вас период второй половины сентября, он будет стабильный, это правда. Но тем не менее, по этой карте будут еще происходить с вами, знаете, как не случайные случайности или какие-то счастливые события, мои дорогие, или какие-то, знаете, метаморфозы, как приятное совпадение.
Это когда судьба нам помогает. Если в знаке как карма, рок, вот колесо фортуны в этой колоде, это словно, знаете, само пространство, Вселенная перед вами откроет какую-то возможность. И мы ведь должны где-то следовать, быть готовым к тому, когда нас словно пространство позовет за собой. Что я имею в виду? Я как раз имею в виду вот эту случайность. Она может нам выпасть как счастливый шанс или вот как эта фортуна, где угодно. Хоть в магазине, хоть в аптеке, хоть сообщение, допустим, от человека, как приглашение, или предложение о какой-то работе. Все, что угодно может быть, это старший аркан. Так вот для вас не сомневайтесь, мои дорогие, тут мы на что-то должны будем быстро откликнуться, с чем-то как будто согласиться, потому что не всегда мы можем просчитать, по колесу фортуны мы и даже просчитать не можем, но будет в вашей жизни то, что вас словно на новый уровень выведет или даст вам новое качество жизни. От чего-то мы не должны отказаться, правда, потому что мы иногда думаем, что, ну, я вот еще поразмышляю, прикину тут, да, с моими материальными, чаще всего так и бывает, с моими какими-то материальными делами, которые меня сейчас удерживают. И мы думаем, что нам завтра предложат, а завтра нам никто ничего не предлагает. А завтра наступает забвение, как будто нас все забыли и как будто не было вчера. Поэтому будьте внимательны, на что-то, правда, следует откликнуться. Давайте мы узнаем, что же там за 3 события для вас. Туз земли, правда, тут, знаете, исполнение желаний, мои дорогие. Вот вторая половина месяца, действительно какой-то разворот к стабильности, к порядку, к тому, что мы словно чего что-то заслужили, может быть и так. Вообще по этой карте благополучие, когда у нас все сферы нашей жизни в полном балансе, но для кого-то получение денег или успешное решение каких-то материальных вопросов. У кого-то это может быть и через банки, все зависит от того, что вы хотите, намереваетесь осуществить. Но вообще я могу сказать, сбываются ваши мечты. Но есть еще и то, что мы не ожидаем. Я опять поворачиваюсь к колесу фортуны. Значит, пространство на вас, мои дорогие тельцы, все равно словно имеет свои виды или судьба, назовите это как угодно. И обстоятельства будут все-таки разворачиваться по какому-то своему сценарию. Знаете, не сомневайтесь, что бы ни происходило в вашей жизни, это лишь вас приводит словно к счастью, к какому-то равновесию, когда уходят страхи и сомнения, когда больше определенности. Для вас определенность и стабильность очень важна, мои дорогие тельцы. Так и в плане финансового какого-то эквивалента. Тут тоже те перспективы, которые говорят о конкретной какой-то или конкретном периоде, который без каких-то турбулентностей. То есть финансовая, назовите подушка безопасности или, в принципе, финансовое, может быть, процветание. У кого-то это будет связан период с продвижением вашего бизнеса или ваших проектов, или, может быть, это через должность, получение какой-то новой должности, или еще какой-то поворот судьбы, когда вас определенно, вы понимаете, да, меня сейчас судьба балует. И вот это вот баловство нужно использовать, мои дорогие тельцы. Давайте еще одно, какое у нас будет событие. Паж воздуха. Вы знаете, именно в этой колоде карт, и это событие может быть сопряжено как раз где-то, если первая карта, мы говорим, что это стабильность сама по себе, то паж воздуха – это новые идеи. И знаете как? Другая точка отсчета. А еще по этой карте проходит любопытство. Я имею в виду не любопытство, что там у соседа есть. Нет, конечно. Любопытство к жизни, открытость миру, всему новому, каким-то новым идеям, когда вам захочется, может быть, отправиться в путешествие. Если до этого вы уже передумали или какие-то обстоятельства были выше вас, вот здесь вы что-то можете переиграть. Хотя вы можете и отказаться, кстати, такое тут ведь у каждого по-своему. Но значит для вас вот эта другая точка зрения все равно, это, знаете, как какой-то душевный подъем. И правда какая-то новая идея, если даже это касается вашего творчества, ремесла, бизнеса, или это по вашему месту работы, или что-то вас настолько вдохновит с элементом новизны, что вам точно захочется чем-то заниматься. Ну и плюс материальные вопросы, вопросы благополучия, они как бы
в порядке находится. Поэтому самое время для себя сделать что-то очень важное из сферы духовности или из наших каких-то высоких планов, или то, что мы называем как раз мечтой. Идеальное время — сентябрь, вторая половина, и где-то с заходом на октябрь, я могу сказать, это вот именно по Марсу. И третье у нас событие, посмотрите, Вестник воды. Очень красивая карта. Ну, здесь все карты в прорисовке, ну, такие особенные какие-то, я бы сказала. Так вот, что такое Вестник воды? Вообще это романтика, мои дорогие, и рыцарство. У кого-то это может означать, кто знает, может быть, ваши отношения выходят на новый уровень. Для кого-то это может быть появление человека, вестник все-таки, да, как будто это как рыцарь идет. Мы встретим такого человека, рыцаря в нашей жизни, которому мы не просто будем интересны, а он будет еще и искренне к нам относиться для тех, кто один или одна, правда? Вторая половина сентября с заходом на октябрь, я все-таки повторяю эту фразу, могут измениться не просто ваши планы на жизнь, а тут еще и в личной жизни какие-то перемены. Или даже в вашем каком-то сложившемся союзе, или в ваших отношениях, может быть, партнер как-то проявит себя по-другому. Я могу предположить, что если были какие-то, ну, вы не договорились, вы не поняли друг друга по той или иной причине с вашим другом, может быть, подругой. Тут ведь для каждого проиграется по-своему. Не смогли найти вот какую-то общую точку сборки или взаимопонимания. Вот здесь как будто приходит через романтику, через легкость в отношениях, через рыцарство, когда нас покоряют. А может быть, мои дорогие тельцы, это вы будете кого-то покорять, но от мужчин больше касается. И вам главное это захочется делать, потому что человек вас тоже может так же заинтересовать. Или в сложившихся отношениях. Вот как раз такие возвышенные энергии, или для кого-то бабочки в животе можно назвать и так, или вдохновение, творчество, душевный подъем для кого-то ведь и так проиграется, правда? У кого-то это может проиграться как какая-то новая идея, которая вас, ну, поглотит буквально с головой, и вы захотите это выразить в каком-то своем бизнес- или творческом проекте, или воссоздать это, и в последующем, вполне вероятно, вам этот проект будет служить долгие годы. И ведь так вот тоже мы что-то делаем вторая половина сентября на перспективу, для своей мечты, для себя самого, для собственного счастья. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.